Несколько слов, где мы находимся с нашим процессом. Вы знаете, что у нас на днях состоялось формальное заседание рабочей группы по присоединению России к ВТО. Последнее заседание, на котором были одобрены документы о присоединении. Какие это документы? Это 4 документа. Это доклад рабочей группы о присоединении России к ВТО, который содержит обзор торговой политики России и Таможенного союза по тем вопросам, которые входят в сферу ведения Всемирной торговой организации, и содержит обязательства России по так называемым системным вопросам. Это обязательство о том, как Россия будет выполнять нормы отдельных соглашений ВТО. Это вот первый такой большой документ, несколько сот страниц. Второй документ – это обязательства Российской Федерации по доступу на рынки товаров. То есть это ставки импортных пошлин, которые Россия, как и другие страны Таможенного союза, поскольку у нас единый таможенный тариф, будет применять с даты присоединения России к ВТО. Третий документ – это перечень обязательств по доступу на рынок услуг. Это, соответственно, перечень секторов услуг и условия доступа в эти сектора иностранных поставщиков, иностранных компаний. И четвертый документ – это проект протокола о присоединении, к которому все остальные 3 будут приложены. То есть это будет такой большой сет документов, который будет называться «Условия присоединения России к Всемирной торговой организации». Рабочая группа на этом свою работу 18-летнюю завершила, и этот документ вносится на утверждение Министерской конференции ВТО, которая состоится в Женеве с 15 по 17 декабря. Наш российский вопрос предварительно стоит в повестке дня на 16 декабря. 16 декабря мы ожидаем, что министры 153 стран, членов ВТО, одобрят этот пакет, и, соответственно, Российская Федерация станет членом ВТО не позже, чем через 220 дней после этой даты. То есть в этот период времени в России должны пройти процедуры, необходимые для вступления этого соглашения в силу. В России это ратификация, то есть все документы будут рассматриваться и одобряться нашим парламентом. Соответственно, на этом 18-летняя история присоединения завершится, и мы станем полноправными членами организации. Первый вице-премьер-министр Украины заявил, что на переговорах по газу с Россией используется фактор вступления России в ВТО. Вот вы можете что-то сказать по этому поводу? Использовался он и в каком контексте? Потому что Украина уже давно дала согласие 2 года назад. Спасибо. Я могу сказать, что на переговоры в Женеве этот вопрос никогда не ставился, и мы в переговоры с Украиной в Женеве не вступали. Поэтому Украина 10 ноября присоединилась к консенсусу без каких-то переговоров вообще. Стала ли Россия рекордсменом по срокам переговорного процесса о вступлении в ВТО? Нет, мы не дотянули. У нас рекордсмен Алжир. Алжир присоединяется к ВТО с 1987 года. Этот процесс пока не закончен. Но мы на 2-м месте. Скажите, пожалуйста, а правда ли, что если какая-то машинотехническая продукция сертифицирована в стране-члене ВТО, то вот у нас она может быть освобождена от сертификации? И второй вопрос. Вот насколько я знаю, на автопром, на комплектующий автопрома, защитная пошлина где-то в районе 20%, а вот на железнодорожную технику около 9%. Вот за что такая несправедливость? Значит, по иностранной сертификации неправда. То есть у нас никакого автоматического признания результатов испытаний, сертификации зарубежных
органов сертификационных наши обязательства не предусматривают, но в том случае, если будут выработаны соглашения о взаимном признании сертификатов, то, безусловно, тогда на взаимной основе они будут признаваться. Но эта практика у нас сейчас существует с небольшим числом стран. Она продолжится после ВТО, здесь тоже новелл не будет. В отношении автомобилей и железнодорожных вагонов, видимо, да, наверное, широкий спектр. Здесь, я не думаю, что здесь есть какая-то несправедливость. Еще раз, мы начинали эти переговоры от действующего уровня тарифов. И, соответственно, те тарифы, которые на железнодорожную технику зафиксированы в наших обязательствах, они либо равны, либо ниже существующих, но они были изначально ниже тех тарифов, которые применялись на легковые автомобили. Легковые автомобили у нас был тариф исторически 25%, и после присоединения к ВТО он в течение 7 лет будет снижен до 15%. Насколько я помню, в отношении оборудования, используемого для железнодорожного транспорта, этого процент снижения существенно меньше. Какие сейчас страны еще ведут переговоры о вступлении в ВТО? И будет ли Россия после своего вступления в организацию участвовать в рабочих группах по выработке условий вступления этих стран в организацию? Спасибо большое. Ну, таких стран достаточно много, но я перечислю большие страны, которые в ВТО продолжают вступать. Это, безусловно, Беларусь, Казахстан, наши партнеры по Таможенному союзу. Это Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, это наши партнеры по СНГ. Из третьих стран, ну, наверное, отмечу Иран, Судан, тоже достаточно большая страна. Конечно, мы будем применять участие, когда присоединимся к ВТО, в работе соответствующих рабочих групп, и в том числе с Беларусью и Казахстаном. И самая главная наша задача будет заключаться в том, чтобы поддержать скорейшее присоединение наших партнеров по Таможенному союзу к ВТО. Мы не будем вступать в переговоры, а будем помогать эти переговоры завершить как можно скорее и на тех условиях, которые для этих стран и для Таможенного союза будут выгодны. Если можно более поподробнее насчет соглашения с Грузией, то есть на границе российско-грузинской, будут ли стоять наблюдатели, как будут контролировать товарооборот? И многие российские эксперты, журналисты говорили, что Россия не должна соглашаться на те условия, которые вот достигнуты. Считаете ли вы это так или как думаете насчет этого? Спасибо. Здесь ситуация проста. Про наблюдателей на границе не будет, потому что условия этого соглашения предусматривают две вещи. Первое, что контроль за перемещением товаров, как и раньше, осуществляется таможенными органами, но приглашается частная компания, которая таможенным органам помогает осуществлять этот контроль и проверять данные о статистике торговли, которые направляются в Всемирную торговую организацию. Соответственно, эта компания будет найдена вместе с нашими посредниками швейцарскими. Она будет оплачиваться в отношении тех операций, которые он будет осуществлять на территории России, за российский счет, и, соответственно, в отношении тех операций, которые он будет осуществлять на территории Грузии, за счет Грузии. Общий итог, я думаю, что мы достигли неплохого компромисса по этому соглашению, и хотел бы отметить, что это соглашение ни в коей мере не затрагивает нашу принципиальную позицию в отношении Абхазии и
Южной Осетии и ни в коей мере не вторгается в рамки суверенитета этих государств. Можно уточнение? Но вы сказали, что с российской стороны, на российской границе и со стороны Грузии, с грузинской стороны, ну то есть как тогда? Если граница российско-грузинская, вы сейчас только сказали, потом добавили, что не затрагивает суверенитет Абхазии и Осетии. Как? Нет. То есть как это получится? Граница какая? Российско-грузинская? Нет, у нас есть российско-грузинская граница, да? У нас есть граница России с Абхазией, есть граница с Южной Осетией. Но переговоров с ними не было, никто не вел, и они не считаются независимыми государствами, ни с одной стороны иностранных государств. Переговоры вели с Грузией и о границе де-факто Абхазии и Осетии, то есть территории Грузии, которые они до сих пор являются официально. Коллеги, я бы не хотел бы этот вопрос затрагивать. Это соглашение будет опубликовано, и вы увидите в том, что с помощью наших швейцарских посредников деликатные вопросы, они просто обойдены. С торговой части я вам описал, как это все будет работать, и из этого совершенно не следует вообще вопрос о границе в этом соглашении никоим образом не обсуждается и не затрагивается.